Итак, ребятушечки, всем привет, я приветствую вас на своем канале. Сегодня будет топовый бомборакетный видос, а все это потому, что я вам покажу подборку топ самых сумасшедших и сложных элементов на турнике. И я думаю, многие ребята будут в шоке от элементов, которые я вам продемонстрирую. К сожалению, элементы буду демонстрировать не я, а я буду только показывать по факту видос, который нашел в ютубе, и снимать свою реакцию. Честно скажу, элементы эти я до этого не видел. То есть это прям самая большая интрига для меня тоже. Как утверждает автор этого видоса, это будет прям топ-10 самых-самых лучших элементов, самых сложных элементов, которые можно найти в интернете. Я, конечно, как блогер, не верю этому блогеру, но посмотрим, что за элементы он приготовил для нас. Ну что, давайте перейдем к первому элементу. Я не знаю, что это будет за элемент. Смотрим. Так, солнышко и стрелача. Ну, блин, я вам скажу так. Да, это сложно. Да, ну, типа, здесь, безусловно, сложно. Но я бы сказал, что это даже, блин, не мега там сумасшедший сложный элемент. Я, конечно, любитель статики. Я любитель вот этих всяких самолетов, разных вариаций горизонта. А к динамике я отношусь не особо так уже прям и фантастически, с таким прям дребезжанием в руках. У меня такого нет. Для меня динамика это просто элементы, которые ты сделал с помощью попыток. То есть ты не прокачивал себя каким-то образом там. Ты просто херачил попытки, и тогда у тебя получилось. К сожалению, у многих атлетов, даже топ-атлетов, топ-уровнев, не все элементы получаются с первой попытки, если мы берем динамические элементы. Реально. Если человек научился какой-то статический элемент, все, он знает, что он его втащит вообще в любом случае. А вот если брать динамику, есть много факторов, которые могут по факту все испортить. Смотрим дальше. Так, пошел джимбар. Да, это прям джимбар. И я вам скажу так, честно, я не разбираюсь в джимбаре. И я не знаю, есть ли люди, которые занимаются джимбаром. Эту подборочку чувак сделал 3 года назад. Насколько актуальны эти элементы на данный момент, я не могу сказать. Лично для меня джимбар это что-то прям, ну, не знаю, как-то не дотягивает он к современному воркауту. Возможно, я ошибаюсь. Напишите вообще, занимаетесь ли вы джимбаром и знаете ли вы это направление или нет. Итак, следующий элемент у нас тоже джимбар. То есть, ну прям, не знаю, я же говорю, я не могу это оценить, потому что, ну для меня джимбар это 0, я это не знаю. Поэтому напишите, конечно же, в комментариях, насколько эти элементы сложные. Итак, кумкват в зацеп на 180. Видел этот элемент, если учитывать навыки, которыми владеют вообще сейчас, на данный момент атлеты, которые занимаются динамикой, кумкват в зацеп на 180, я думаю, осилят многие. И, ну, это не прям сложный элемент. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, это не так сложно, как прям описывал автор, что это будет прям вообще прям мега-мега сложные элементы. Итак, смотрим дальше. Соскок. Так, соскок в кумкват на 180. Не знаю. Честно, вот лично для меня, я не знаю, как это оценить, но мне кажется, это не сложно. Ты просто немножечко усовершенствовал кумкват на 180. Кумкват на 180 зацеп, мне кажется, сложнее будет, чем вот слет с ног в кумкват на 180. Просто он добавил, вначале он уже стоит, присаживается, а дальше уже продолжается техника кумквата. И я думаю, здесь нет прям ничего сложного. Я бы, честно говоря, даже попробовал бы. Если бы у меня была возможность попасть в какой-то гимнастический зал, почему бы и нет? Мне кажется, это не так уже и опасно. Смотрим дальше. Вот это уже, да, это реально сложный уровень. Переднее сальто в кумкват на 360. Да, это, конечно, я думаю, прям реально сумасшедший элемент. И на мою память я никого не видел, чтобы кто-то делал это на улице. Реально. Вот прям сейчас настолько развита динамика, что, блин, я даже не успеваю следить за элементами, которые уже затащены. Я вроде
недавно только увидел, что парень сделал 1080, если не ошибаюсь. И я офигел. А вот такого уровня элементы я, по крайней мере, не видел, чтобы кто-то тащил на улице. Возможно, я ошибаюсь. В комментариях сразу поправляйте. Итак, смотрим дальше. Так, заднее сальто в кумкват. Заднее сальто в кумкват, опять же, да, это прям реально выглядит прям очень сложно. И сумасшедший, вот прям, ну реально, сумасшедший элемент, реально. Ну прям то, что я вижу. Но опять же, на улице я такого не видел. В зале, когда есть снизу поролоновая яма, когда по факту ты уже себя как можно, так и обезопасил, можно попробовать. На улице не видел. Смотрим дальше. Итак, это у нас пошло что? Ага, склепка на одну, склепка одной рукой с перехватом из обратного в верхний хват. Ну, блин, ну, как сказать вам, это обратно, это с верхнего в обратный хват. Я не знаю, честно. Делал я склепку на одну руку. Знаю много ребят, которые тащат склепку на одну руку, и они не владеют какими-то там прям реально мега силовыми показателями, но они тащат склепку на одну руку, прям ровненько, идеально вылетают. С перехватом, честно, не видел, но мне кажется, опять же, что несколько попыток поделать, будет дискомфорт в кисти, конечно, это вообще прям, ну, безусловно. Но мне кажется, это можно сделать буквально за несколько тренировок. Если ты умеешь обычную склепку на одну руку легко, вот так прям на ровную, тогда я думаю, ты сделаешь это. Ну, мне так кажется. Но это не прям сложный элемент. Возможно, ошибаюсь. Итак, смотрим дальше. Что у нас здесь? Ага. Так, и здесь элемент джимбара. Так, перелет Ткачева из виса сзади. Скрестно в мангун. Ну, так, по поводу мангуна, я так понимаю, это легко. Это для всех джимбаров, я так понимаю, это прям база. Перелет Ткачева из свиса сзади, облегченный вариант обычного перелета Ткачева. И видел я много ребят, которые уже тащат этот элемент, прям полноценный перелет Ткачева. И это сложно, это реально сложно, и это, блин, жесткий элемент. Перелет Ткачева из свиса сзади, без понятия. Я думаю, что не менее сложен, чем обычный перелет, но, опять же, мне кажется, что это какая-то будет уже как облегченная вариация перелета Ткачева. Потому что полноценный Ткачева это прям, ну, это прям вышка. Опять же, будем еще обращать внимание, что этот видос был создан 3 года назад. Сейчас ситуация изменилась. Смотрим дальше. Итак, здесь у нас джимбарчик подъехал. Не люблю вот эти все выкруты, божечки, посмотрите на это. Это просто, это звездос. Реально, это звездос. Ну, блин, я не знаю, возможно ли даже этот элемент можно не называть воркаут элементом, просто, ну, не знаю, закрутил, все. Я сомневаюсь, что этот элемент можно делать где-то на соревнованиях. Я, по крайней мере, не видел. И интересно, как бы оценивали судьи этот элемент. Так, ага. Дальше, что у нас здесь? Перехват. Ага, и в Невеладу. Ну, блин, я думаю, перехваты вот эти все сложные. Ну, сами по себе они как-то, блин, ну, настроиться на эти перехваты очень тяжело, мне кажется. И это травмоопасные элементы. Но, опять же, я не знаю, насколько хороший на данный момент уровень джимбара. Возможно, это базовый элемент, я не знаю. Если ты реально занимаешься джимбаром, немножечко просвети Дикого Дракона в комментариях. Давай, оценивай вместе со мной. Так, дальше смотрим, что у нас, петля Мухиной. Смотрим. Нормас. Ну, это прям, ну, как бы, кто не знает историю этого элемента, есть элемент под названием петля Корбут. Это сделала атлетка Советского Союза. Она первая, кто стала ногами на перекладину и затащила бланш в зацеп. Петля Корбут. После этого усложнила, я не помню через какое время, усложнила этот элемент Мухина, и она затащила уже по факту бланш с винтом, то есть винт в зацеп. Вот такая история этого элемента.
Сейчас на улице, опять же, я не видел, что кто-то тащит этот элемент, потому что реально, ну, сложно. Я понимаю, что это сложно, и это в первую очередь, я думаю, травмоопасно. Многим ребятам тяжело на это настроиться. В целом, сложный элемент, да, место ему здесь быть. Максимально без негатива к динамикам. Ребята, вы молодцы, что вы по факту делаете свою историю. Реально есть динамики, которые делают элементы обезбашенные. Без какой-либо страховки, без каких-либо матов, просто вышел и начал херачить на турничке. Реально есть такие обезбашенные ребята, но опять же, смотрите осторожно, потому что динамическая часть, динамическое направление максимально травмоопасное. То есть, если берем статику, понятное дело, там есть свои минусы, но динамика, блин, ну это очень травмоопасный элемент, и отнеситесь к этому серьезно. Это, ну, прям, это не баловство, это вам, понимаете, не игрушечки. Если вам понравился видос, если вы хотите продолжение этой рубрики, конечно же, ставим лайкос, пишем в комментарии, каждый комментарий читаю, на все комментарии отвечаю, подписываемся на канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые дикодраконские видео. С вами был Дикий Дракон, Дмитрий Чаплинский. Всем спасибо и всем пока.